И что же мне не сидится на одном месте, друзья? Что же у меня все время шило в заднице? Все время мне надо куда-то бежать. Вот что значит родиться в мегаполисе. И сегодня я как подорванный несусь и веду с собой свою семью в город Канны. Слава богу, еще Виктор согласился нас отвезти на своем катере, что добавило в очередной раз романтизма. Всего лишь час, и мы в Канне. Никаких пробок. Привет, друзья! Мы высадились на французском берегу. Вот там поставили яхточку свою и по пирсу двигаемся в сторону. Здравствуйте, добро пожаловать в город Канны. Нам очень повезло, что по совету нашего друга мы отправились сразу в старый город Канны на холм Сюке, на котором раньше располагался весь город целиком. В 35-градусную жару подъем был нелегким, и многие участники нашей экспедиции начали ворчать. Посмотри, какие у нас довольные дети. Из-за того, что их заставляют. Мы для влога сейчас отдыхаем здесь. Мы для вас снимаем все. Мы не хотим отдыхать даже. Только для вас. Так бы сидели бы вы в каком-нибудь ресторанчике, попивали бы себе винцо ледяное. На вершине холма Сюке, возвышаясь над старыми Каннами, находятся два средневековых архитектурных памятника. Это замок Кастор и старейшая приходская церковь Нотр-Дам-де-l'Espérance, храм Богоматери Надежды. Ее колокольня с часами, как и башня замка, хорошо видны снизу. И отсюда тоже открывается потрясающий вид. Строительство храма началось еще в 1521 году и продолжалось более 100 лет из-за нашествия чумы. Если вам повезет и вы окажетесь здесь в июле, вы можете застать фестиваль «Музыкальные ночи Сюке», где классическую музыку исполняют прямо на паперти этого храма, а после концерта вы можете выйти и посмотреть со смотровой площадки на Каннский залив и набережную Круазет. Это потрясающее зрелище. А теперь давайте вернемся к тому, с чего я начал этот рассказ, сказав о том, что это большая удача, тот случай, что мы оказались именно вот в этой части города, в старых Каннах. И именно с него начали свой осмотр, потому что обычно туристов привозят и селят в каких-то отелях, они выходят на набережную Круазет и получают совершенно другие эмоции. Мы окунулись в атмосферу потрясающего старого города с этими маленькими узенькими улочками, с этими потрясающими окошками со ставнями, разных каких-то цветов. Это было просто фантастическое вот схождение с этого холма, на который мы сначала забрались. И потом мы уже входили в новый город и наслаждались именно тем, какие виды обычно печатают на открытках, знаете, там с дорогими автомобилями, отелями там, и так далее. Мы это получили уже потом, и поэтому те эмоции, те впечатления о городе, они у нас совершенно другие. Если вы здесь окажетесь, обязательно начните свой маршрут именно с этого.
Рыба, 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 рыба. Как я люблю рыбу. Серьезный дядя? Улыбнулся. И вот мы в новом городе медленно продвигаемся между витринами бутиков и дорогими автомобилями. Но вы знаете, атмосфера здесь совсем не чопорная, как я думал. Я вывел для себя определение для всех этих городов, которые мы посетим в этом путешествии. Высокомерная нежность. Скажите точно. И вот, друзья, наконец-то мы приехали на Каннский кинофестиваль. И здесь мы встретим нашу драгоценную Татьяну Брыльскую. Бонжур. И я понял, что ничтожно мало времени мы отвели на этот город. Всего каких-то 3 часа. Каких-то 3 часа было у нас для того, чтобы все осмотреть и рассказать вам о Каннах. А это очень мало. Здесь множество различных красивых мест, которые нужно посетить. И о русской старой эмиграции вспомнить, и о много еще чем. Не было у нас такой возможности в этот раз, но значит мы можем вернуться к этому в следующий. А вот на этом автомобиле мы поедем домой. Ну, я шучу. Ну, хотя, может быть, когда-нибудь. Мы шли по набережной Круазет и проходили как раз те самые открыточные вилли. Отели, пальмы, пляж. Я думал о том, что не нужно обращать внимание на такую большую разницу и на такое сверкающее богатство в этом месте. Здесь нужно просто отдыхать, ни о чем не задумываясь. И абсолютно уж точно не думать ни о каких бытовых проблемах. На пирсе было припарковано много моторных яхт. Все они друг перед другом хвастались своими размерами, мощностью и золотом. Я думала, а чем же такие большие яхты людям? Однажды я спросил об этом своего друга, и Виктор ответил мне, посмотрев вдаль: это просто стиль жизни, Володь, и ничего больше. Такой стиль. Наше путешествие по Каннам заканчивается. За нами едут. И мы сейчас идем встречать на пирс